Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Рак, и расклад мы делаем на 2026 год. То есть на каждый месяц достанем, соответственно, по одной карте. Сначала это будет, соответственно, январь, да, потом февраль, и так вот по порядку до декабря месяца. Посмотрим каждый месяц в отдельности, достанем одну карту и постараемся эту карту рассмотреть с разных точек зрения. То есть как она может повлиять на ваше финансовое состояние, на ваше здоровье, на ваши взаимоотношения с окружающими. Итак, давайте посмотрим такой небольшой экспресс-анализ 2026 года для раков. Что же вас ожидает? Кто еще не подписан на мой YouTube канал, можете это сделать сейчас, можете подписаться, также оставить лайк, оставить сообщение. Буду очень и очень признательна вам. Итак, смотрим, раки, что же ожидает вас. Январь месяц. Январь месяц. Карта Королева Пентаклей. Хорошая карта. Карта земного знака. Да, она не водной стихии, не вашего знака. Но в целом она может показывать, если про земной знак говорить, то общение с таким человеком или какие-то важные вопросы, касающиеся земного знака зодиака. То есть по Королеве Пентаклей, соответственно, это какие-то вопросы, касающиеся также, кроме того, что земного знака, может быть, финансов. Здесь можно говорить о том, что вы здесь думаете о материальной безопасности, о своем комфорте. Вы можете здесь быть очень практичными, стараться очень реалистично смотреть на свое финансовое состояние, то есть такой здравый смысл на ваши деньги, на вашу финансовую подушку. А также вы здесь очень ответственны в том, что касается работы, то есть трудолюбивы, выполняете свои задачи какие-то рабочие для того, чтобы получать деньги. То есть вы умеете вести дела, вы умеете доводить начатое до конца. Вы здесь умеете, если нужно, экономить, и вы умеете здесь в доме быть такими хозяйственными, практичными. То есть опять-таки при необходимости очень правильно распоряжаться своими финансами, где нужно экономить. Также здесь в целом можно говорить о том, что вы готовы и делиться, готовы здесь быть гостеприимными, щедрыми в январе месяце, вы готовы здесь заботиться о других людях, поэтому для пар эта карта теплого, такого комфортного периода, когда вы заботитесь друг о друге, когда вы создаете уютную домашнюю атмосферу в вашей семье, в вашем доме. Возможно, здесь также общение такое, знаете, с человеком щедрым, практичным, заботливым. Может быть, это земной знак зодиака, с которым вы в отношениях. Для одиноких это может быть встреча с таким человеком, который ценит семью, ценит стабильность, который готов строить долгосрочные отношения. То есть карта сама по себе хорошая. Здесь для работы тоже, да, я уже говорила в целом, как успешное ведение дел, хорошая карта для бизнеса, для какого-то, знаете, для какой-то сферы, которая требует заботы о людях, допустим, да, возможно, или карта, которая может показывать также в целом финансовый достаток и управление финансами мудрое, о том, что вы можете здесь думать о том, как приумножить свой капитал, возможно, поделиться с теми, кто нуждается в каких-то средствах, каких-то деньгах. То есть вы щедрые, но вы разумные. Если вы во что-то инвестируете, то это действительно разумная инвестиция. Вы знаете, зачем вы эти деньги вкладываете. И в здоровье, это хорошая такая физическая сила. Это умение заботиться о себе, умение заботиться о своем теле, возможно, хороший период для восстановления, когда вы получаете все необходимое для восстановления своего здоровья. Это и правильное питание, и отдых, и заботу о окружающих. Для женщин может быть карта, которая указывает на беременность, на материнство или на то, что вам нужно больше заботиться о своем физическом благополучии. В целом карта очень даже хорошая. Еще и на январь месяц, то есть на начало года у вас раки выпадает. Следующая карта у вас карта февраля. Давайте посмотрим. Февраль для раков. У вас выпадает карта двойка мечей. Здесь по двойке мечей может быть ситуация, где будут какие-то моменты, где вам придется возможность держать себя от проявления каких-то чувств или эмоций. Возможно, здесь будет такая ситуация, где вы будете в состоянии находиться непонимание, как лучше вам действовать, какая-то нерешительность будет из-за того, что будет выбор между
как минимум двумя вариантами, вы не будете знать, как вам лучше поступить. И вы можете не совсем четко мыслить, потому что может быть такой ментальный блок, вы можете не замечать каких-то вещей или игнорировать очевидное, то есть отказываетесь видеть что-то очевидное. Вы можете здесь находиться во внутреннем конфликте, когда вы боретесь с собой. И также здесь может быть ситуация, где вы хотите защитить себя от внешнего мира, закрыться от внешнего мира, оградить себя от каких-то проблем, которые происходят вокруг вас. И также избегать от принятия решения, как эту ситуацию решить или как ее избежать, собственно, да, чтобы не вовлекаться в нее. Поэтому в любви, в отношениях для одиноких здесь страх новых отношений, как будто блокирование романтических возможностей. Для пары здесь какое-то, может быть, такое дистанцирование в общении, игнорирование потребностей или проблем друг друга, когда вы игнорируете какие-то важные разговоры, избегаете их и создаете такую иллюзию мира, но через молчание, через дистанцию, как будто бы избегаете конфликта, но проблему не решаете. Если мы говорим про, допустим, карьеру, то здесь какая-то нерешительность в карьере, в бизнесе, вы можете отказываться от какой-то ответственности или не готовы видеть реальную ситуацию на работе. И в финансах можете быть очень нерешительными в каких-то инвестициях, бояться финансовых решений, можете игнорировать какие-то проблемы денежные, вы можете здесь бояться принимать решения в целом, да, как будто бы бездействовать в этой ситуации. Если говорить про здоровье, то здесь есть игнорирование симптомов, как будто не хочу обследоваться, не буду, зачем мне это нужно, при том, что проблема какая-то может быть, а вы не хотите на нее обращать внимание. Возможно, здесь вам нужно второе медицинское мнение, допустим, если есть какой-то диагноз, чтобы выбрать правильное лечение. Но в целом нужно прислушаться к своему телу и не игнорировать сигналы, которые оно вам подает. Следующая карта у вас карта на начало весны уже, на март месяц, раки. Давайте посмотрим. Март месяц. Карта «Страшный суд». Карта «Страшный суд», она такая достаточно многогранная, скажем, карта, и она может очень много значений иметь в целом. Карта «Страшный суд». Она сама по себе достаточно неплохая, потому что «Страшный суд» — это карта успеха, это карта вознаграждения и получения чего-то по заслугам. Поэтому если, допустим, мы говорим там о работе, то в работе здесь может быть, правда, как, знаете, период, когда вы можете получить такое признание ваших заслуг окружающими или какое-то повышение, потому что вы его заслужили, получение новой какой-то должности или важной должности для вас, может быть, которая станет лучше предыдущей, допустим, или выше предыдущей. Здесь какое-то кармическое вознаграждение или там получение денег, но как результат ваших правильных действий, связанных с работой, то есть вознаграждение. Получаете то, что вы заслуживаете. Вы здесь можете как второе дыхание получить, новые силы появляются от того энтузиазма в работе, который у вас здесь есть, как возрождаетесь. Также в любви, в отношениях здесь может быть для одиноких ситуация, когда вы либо встречаетесь с кармическим партнером, либо у вас здесь может быть ситуация, когда прошлые отношения напоминают о себе. Или прошлые уроки помогают создать здоровые отношения. То есть значение может быть разное. Но если это новые отношения, они, скорее всего, достаточно успешные. А для пары здесь переход на новый уровень. Может быть, после кризиса, может быть, после того, что происходит в феврале месяце. Но в любом случае вы пересматриваете свой союз, вы принимаете осознанное решение быть вместе или расстаться. Да, но надеюсь, что все-таки сохранить отношения. И это будет каким-то хорошим таким решением для вас обоих. А в плане здоровья, восстановления, регенерация, это все, что касается возрождения, возрождения от тяжелой болезни, какая-то успешная реабилитация может быть. То есть здесь возможность поменять что-то в своем образе жизни, также, что позитивно будет сказываться на вашем состоянии здоровья в дальнейшем. Итак, следующая карта у нас на месяц апрель. Давайте посмотрим, раки. Апрель месяц у раков. Карта отшельника, карта дев. Возможно, общение с человеком знака Дева для вас будет актуально, а для кого-то здесь будет желание побыть в одиночестве, то есть больше отдохнуть от суеты окружающего мира. Возможно, здесь будет желание закрыться в себе, о чем-то поразмышлять, подумать, пройти какой-то такой духовный рост в этом уединении, в изоляции. Возможно, вы здесь постараетесь найти какую-то истину,
через, не знаю, философские размышления или через какие-то эзотерические знания. В целом вы здесь найдете свой внутренний свет. Благодаря просветлению, благодаря интуиции вы здесь можете таким самопознанием заниматься, медитацией кто-то. И в целом вы здесь можете принимать мудрые решения. Либо в уединении, либо вам кто-то может дать хороший совет. Мудрый — это может быть кто-то старше вас. Отшельник — это логично, что это кто-то старше вас, как старец, да, мудрец, таким духовным наставником, кто может быть для вас учителем. Поэтому в целом, да, если мы говорим для, допустим, отношений, то в паре это период, когда вам нужно больше независимости в паре друг от друга, когда вам нужно больше, может быть, отдохнуть от этих отношений. А для одиноких здесь такой период осознанного одиночества, когда вы не сильно торопитесь искать какую-то вторую половинку, потому что стараетесь исцелить старые раны и подготовиться к новым отношениям. В работе, в карьере может быть такой глубокий анализ, какое-то планирование вашей работы. Вы можете здесь больше концентрироваться на своих делах, больше уединяться, выполнять какие-то такие вот задачи, которые требуют сосредоточенности. Вот что-то считаете, там, я не знаю, что-то записываете, да, чтобы вас никто не отвлекал. Вы здесь можете также как будто бы общаться с каким-то консультантом или экспертом, который дает вам рекомендацию, или каким-то наставником, да, совет дает. Или вы здесь можете давать кому-то совет, то есть вашу мудрость проявлять, делиться с кем-то каким-то опытом или какими-то знаниями для того, чтобы, да, поделиться этим ценным с каким-нибудь учеником своим. Возможно, здесь в финансах нужно быть более бережливым, потому что отшельник — это тот человек, который ведет такой аскетичный образ жизни, то есть вы здесь можете от чего-то отказываться осознанно, не хотите рисковать, не хотите во что-то инвестироваться, если оно рискованно, да, если вы сомневаетесь в этой инвестиции. В здоровье вам нужно больше прислушиваться к своему телу. Возможно, это время для профилактики, такой для диагностики, для очень внимательного отношения к вашему самочувствию, когда вам нельзя игнорировать свои симптомы. Для кого-то, опять-таки, это хороший период восстановления, когда нужен покой, отдых, изоляция, там куда-то уехать, возможно, даже, да, медитировать, там, не знаю, куда-то уехать отдыхать. Для кого-то это, возможно, там, не знаю, даже, знаете, как такое духовное развитие, может быть, йога, медитация, которой вы занимаетесь здесь, что также позитивно влияет на вашем ментальном состоянии. Итак, давайте дальше посмотрим на месяц май, что ожидает раков в мае месяце. Карта семерка мечей. Семерка мечей, карта, какой-то нечестности, возможно, желаний кого-то обмануть или поступить как-то нечестно с вашей стороны. Также вы здесь можете по этой семерке мечей столкнуться с тем, что вас кто-то пытается обмануть, кто-то не совсем будет честен с вами или что-то будет не договаривать. Эта карта, она показывает какой-то обман, ложь, она, может быть, показывает сокрытие правды, также здесь какую-то стратегию или маневрирование, планирование, так вот, да, где нужно проявить хитрость, то есть использовать разум вместо силы, где нужно что-то сделать такое тайное, может быть, чтобы избежать конфронтации определенной. Также вы здесь можете столкнуться, не дай бог, с какой-то кражей, с тем, что кто-то нечестен по отношению к вам, кто-то обманывает. И еще может быть такой момент, где кто-то работает в тайне, как за кулисами, чтобы вы не знали, или вы какие-то тайные дела делаете, чтобы кто-то не узнал, да, о ваших действиях. Поэтому, да, на работе здесь нужно быть очень осторожными, потому что если вы что-то планируете, лучше держать ваши планы в тайне, работать над проектами, которые еще нельзя разглашать, меньше о них, допустим, рассказывать, потому что может быть какая-то нечестная конкуренция на работе, и кто-то может вашу идею украсть. В финансовом аспекте здесь возможно какое-то мошенничество, кража, то есть нужно быть также очень и очень осторожными. Очень серьезно нужно проверять всю информацию. Возможно, не нужно доверять слепо, нужно быть очень бдительными в плане работы. Также здесь, если говорить про отношения, то для пары здесь может быть ситуация, где один из партнеров что-то скрывает от другого человека. Возможно, это не обязательно что-то очень страшное, но просто вот какая-то информация или чувство, которое человек скрывает, не хочет об этом говорить или избегает каких-то серьезных разговоров. А для новых отношений это отношения, которые, к сожалению, могут быть построены на обмане или на полуправде, то есть это не самая хорошая ситуация. Также
Также здесь в отношениях у одиноких людей может быть попытка украсть чье-то сердце хитростью, то есть каким-то способом не совсем честным, возможно, да, или каким-то лукавством, какой-то такой вот лестью, которая не совсем будет честная. В здоровье я бы сказала, что здесь нужно обратить внимание на какие-то скрытые симптомы. Возможно, если нужно обратиться к врачу, а вы боитесь каких-то диагнозов там, или того, что он вам скажет, то лучше все-таки обратиться. То есть нужно все-таки здесь обратиться, если что-то вас беспокоит, чтобы не обманывать себя, потому что попытка обмануть организм здесь, она может как-то негативно отразиться на вашем дальнейшем состоянии. Итак, давайте посмотрим дальше. Следующая карта у вас уже на начало лета, это месяц июнь, раки, месяц июнь. Здесь карта девятка мечей, да, давайте подумаем, что девятка мечей здесь показывает. Девятка мечей — переживания. По девятке мечей вы здесь можете находиться в ситуации, когда, возможно, знаете, вы можете из-за чего-то быть в отчаянии или тревожиться из-за чего-то чрезмерно, какой-то страх испытывать или депрессию какую-то проживать. Если в отношениях, то здесь, возможно, какой-то кризис доверия будет или какие-то подозрения, страхи, которые мешают вам спокойно в этих отношениях находиться. Также здесь можно говорить о том, что здесь для одиноких людей это может быть страх одиночества, который становится навязчивым. Какие-то воспоминания могут быть болезненные, которые часто напоминают о себе, да, вы плохо спите, вы много думаете об этом. То есть какие-то серьезные такие вот тревоги, которые у вас могут здесь иметь место быть. И в работе здесь либо вы много работаете по ночам, то есть такие бессонные ночи из-за каких-то рабочих проблем или необходимости выполнять работу ночью, да, которую вы берете на дом, допустим, постоянное беспокойство, может быть, о будущем карьеры или ощущение, что что-то вот-вот развалится или что-то не получится. То есть могут быть какие-то серьезные финансовые тревоги, может быть, страх за свои деньги, за свое будущее, за свою стабильную ситуацию будущую. То есть может быть много паники, каких-то волнений из-за этого. И в плане здоровья здесь, да, могут быть какие-то проблемы, там вроде депрессии, тревоги, какие-то бессонница, возможно, или какие-то неприятные сны, которые вам могут сниться. Возможно, здесь будет какая-то навязчивая проблема, да, которая ухудшает ваше состояние, может, потому что вы очень много об этом думаете. То есть в целом здесь нужно постараться обратить внимание на свое ментальное здоровье больше по девятке мечей, больше отдыхать, больше спать по возможности. Давайте посмотрим дальше на июль, на середину лета, да, на июль месяц, что у вас выпадает. Карта мага, карта волшебника, хорошая карта. Карта мага, карта нового начинания, да, карта волшебства, карта первая в старших арканах, которая показывает, что здесь у вас много энергии будет, много будет по магу, энтузиазма, очень много такого вот какого-то стремление достигать, делать, не сидеть на месте. Вы уверены будете в своих возможностях, в своих силах. Вы будете здесь, возможно, мастерски что-то выполнять, делать, как-то свои навыки здесь применять или ресурсы, которые у вас есть, правильно вкладывать. Здесь у вас очень сильная воля, вы здесь очень целеустремленные будете. Вы можете здесь воплотить любую идею, которая есть в вашей голове, и это такой прям благоприятный период для начала собственного бизнеса, может быть, продвижения по карьерной лестнице, реализации своих проектов, потому что здесь у вас есть высокая степень такой способности убеждать других людей, привлекать их к себе и, может быть, к своим идеям, создавать какое-то прибыльное партнерство. То есть вы очень харизматичны, вы здесь очень профессиональны, и вы правильно используете все свои ресурсы. То есть у вас хорошая здесь достаточно карта для работы, для любви, для отношений тоже. В отношениях для одиноких это прям карта, которая показывает, что вы очень сильно привлекаете вторую половинку. То есть вы прям таким магнетизмом обладаете. И да, можете создать здесь хорошие отношения с кем-то. Такие хорошее начало, амбициозное в паре, в отношениях. Для тех, кто уже в паре, здесь может быть переход на новый уровень взаимопонимания, когда вы открыты коммуникации, когда вы честно выражаете свои чувства, возможно, так. И здесь может быть также какая-то важная договоренность, или новое начало важное в ваших отношениях, как новый этап, новый период здесь.
В здоровье так вообще замечательно, потому что это высокая жизненная энергия, это такой вот очень хороший потенциал у вас, который у вас есть. То есть просто замечательная карта, которая явно говорит, что о здоровье здесь переживать не стоит. Следующая карта, карта Августа. Давайте посмотрим, что здесь у вас будет, раки. Карта умеренности, баланса и равновесия. То есть можно говорить о том, что у кого-то здесь может быть что-то связанное с человеком знака Стрелец, потому что эта карта умеренность, она соответствует Стрельцам. Но в целом это умеренность, это баланс, это гармония во всем. И, допустим, в здоровье это гармония в том, что вы правильного режима дня какого-то придерживаетесь, там рациона питания, то есть в плане диеты. Вы во всем умерены, в физических нагрузках, в работе, в отдыхе. То есть у вас такой сбалансированный образ жизни в августе месяце. Вы здесь находитесь в состоянии равновесия. И в работе здесь может быть у кого-то такое вот спокойное состояние, где нет каких-то рывков в плане карьеры, но вы работаете здесь последовательно, взвешенно так, и да, тоже добиваетесь успеха, но без каких-то значительных скачков. То есть вот здесь вот умеренность и баланс во всем, в финансах в том числе. То есть такое хорошее состояние и финансовой стабильности, но у вас здесь нет никаких крайностей в расходах, у вас нет никаких крайностей в накоплениях, то есть вы здесь в каком-то находитесь в таком сбалансированном режиме. А для отношений, опять-таки, в паре это период стабильности и взаимопонимания, когда вы компромиссы находитесь, когда вы не ссоритесь, когда вы стараетесь уважать различия в друг друге и создавать такую совместную гармонию. А для одиноких, может быть, да, ситуация, когда вы не торопитесь с кем-то знакомиться, или когда у вас появляются какие-то новые знакомства, но вы их не стараетесь как-то развивать быстрее или как-то ускорять, то есть даете возможность этим отношениям развиваться в своем темпе. Дальше следующая карта, карта на сентябрь месяц для раков. Давайте посмотрим. Сентябрь месяц, карта звезда, много планов, много надежд, у кого-то общение с водолеем, карта звезда. А для кого-то по карте звезда здесь может быть и реализация ваших мечтаний, каких-то ваших устремлений, потому что вы можете получить что-то, о чем вы мечтали достаточно долгое время, как будто бы исполняется ваша мечта. Вы здесь можете верить в будущее, вы можете смотреть с оптимизмом в будущее, вы можете здесь возродиться, да, обновиться каким-то образом, потому что есть свежее начало по этой карте звезда, когда у вас появляются новые цели, новое устремление. И в целом вы здесь, знаете, очень в таком безмятежном состоянии можете находиться с чувством вдохновленности, может быть, вдохновение на работе, у кого творческая работа. Здесь может говорить эта карта о том, что вы готовы идти к каким-то долгосрочным перспективам, то есть реализовывать долгосрочные планы, которые вы перед собой ставите как цель, звезду такую, да, которой вы идете. Это ситуация, когда вы можете мечтать о карьере, и они начинают воплощаться, эти мечты, в реальность, когда вы получаете уже какое-то исполнение своих желаний. То есть здесь значительное улучшение, может быть, и в финансах тоже. Для кого-то здесь следование своему признанию, вера в свои идеалы, собственно, да, будет тоже превозносить вас в плане карьерной лестницы. Творческое вдохновение. У кого творческая работа, тоже ваши таланты будут, скорее всего, замечены. Для одиноких вы можете здесь встретить такого человека, прям особенного для вас подходящего, поэтому хорошая здесь ситуация для новых знакомств. Для пар здесь может быть, правда, и обновление чувств, и какое-то возрождение романтики, то есть как будто бы вот у вас вот звездочка над вами сияет для вас двоих, и вот эта любовь ваша, она вас еще больше объединяет. То есть такой период романтики, период гармонии, какой-то глубокой душевной связи, которую вы здесь испытываете. И в здоровье может быть период и восстановления, и исцеления. И у вас здесь очень хорошие ресурсы природные в целом по карте звезда. У вас очень хорошее здесь состояние здоровья в целом. Следующая карта, карта на октябрь месяц для раков. Давайте посмотрим. Октябрь месяц у вас карта десятка жезлов. И здесь вот по десятке жезлов, да, может быть, вы перегружены какой-то работой или какими-то делами, собственно, и чувствуете, что вы сильно много на себе тянете по десятке жезлов. Возможно, здесь будет какая-то такая, знаете, ситуация, где на вас навешивают обязательства, которые вы не должны выполнять, такое бремя тяжелое на вас. Может быть, здесь тяжесть обязанностей, может также говорить о себе, знаете, когда в паре, допустим,
кто-то один тянет на себе слишком много, больше, чем вторая половинка, где вы берете на себя очень много обязательств или решаете какие-то проблемы за своего партнера. То есть такое неравномерное распределение обязанностей может быть в паре. А для одиноких, возможно, здесь есть невозможность договориться с кем-то новым, начать отношения новые, то есть есть какое-то желание дистанцироваться от новых отношений, которые могут здесь как будто бы возникать. То есть, вот вы боитесь здесь брать на себя обязательства, вы не можете здесь доверять, если это новые отношения. В работе перегружаетесь, вот прям перегружаетесь, как работаете за всю команду, или в финансовом аспекте, возможно, вы здесь какие-то обязательства на себя берете, но они как будто как бремя для вас. То есть тяжелая работа ради денег, вам она может не нравиться, а вы ее выполняете, к примеру. То есть вам здесь лучше научиться делегировать свои обязательства, если это возможно, на кого-нибудь другого, то есть не тянуть на себе все, а также если это какая-то работа, прям совсем ненавистная, возможно, не нужно себя этой работе посвящать так, потому что она может также привести к каким-то проблемам со здоровьем, допустим, из-за этого стресса, из-за какой-то нагрузки, потому что вы истощаете себя такой работой. Также здесь нужно быть осторожнее, потому что могут быть какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом, со спиной, с плечами, то есть в целом нужно себя тоже будет поберечь, то есть уменьшить нагрузку. Дальше для раков месяц ноябрь. Давайте посмотрим. Ноябрь месяц, что же он вам готовит. Здесь 5 кубков. Карта 5 кубков, она о каком-то эмоциональном дисбалансе, возможно, в ноябре. Может показывать, что вы можете здесь переживать из-за каких-то конфликтов, из-за каких-то, возможно, ссор, потому что 5 кубков — это чувство, которое здесь раненое, да, то есть раненые чувства. Вы сожалеете о чем-то, вы, может быть, здесь разочарованы чем-то, то есть не сбылись ваши ожидания, или вы не хотите смотреть на вещи позитивно, вы как-то сфокусированы на чем-то плохом, негативном. Вы здесь можете как будто бы отстраняться от других и проживать какую-то неприятную ситуацию в одиночестве. Вы можете здесь, допустим, в отношениях находиться в периоде, когда вы не совсем комфортно себя чувствуете в отношениях, когда вы можете в существующих отношениях столкнуться с какой-то нечестностью, с какой-то неприятностью, да, разочароваться, которая, да, это состояние вам сложно здесь будет преодолеть. Возможно, для одиноких, если вы одиноки, то здесь будет ситуация, где вы сфокусированы на чем-то негативном и думаете о негативном и не хотите замечать никаких хороших перспектив. То есть вы зациклены на плохом, потому что старые раны еще не зажили. В работе, в карьере здесь может быть период, когда вы можете сожалеть, что вы какую-то возможность хорошую упустили, какое-то решение вовремя не приняли. И опять-таки смотрите на все в таком плохом, негативном аспекте, когда вы думаете больше о потерях, о неудачных инвестициях, то есть больше в каком-то негативе. И в здоровье, тоже как неприятное проживание эмоциональное может отразиться на вашем физическом состоянии, какие-то психосоматические заболевания вызвать. То есть не самая хорошая тоже карта. Может говорить о том, что вам здесь нужна какая-то помощь, возможно, специалиста, какой-то консультации врачебной, которая здесь может потребоваться вам. И давайте посмотрим на декабрь месяц, что здесь еще у раков выпадет на декабрь месяц. Карта рыцаря Пентаклей, земная стихия, возможно, общение с земным знаком, это девы, тельцы или козероги. Также конец года, вы как-то сильно замедляетесь, успокаиваетесь, и по рыцарю Пентаклей не торопитесь в том всем, что вы делаете. То есть рыцарь Пентаклей, он такой неспешный, вальяжный, и в целом он показывает, что вы здесь, очень методичны, вы здесь очень хорошо все стараетесь планировать, очень терпеливы, то есть вы не торопитесь с результатами, которые ожидаете. Вы здесь можете быть очень трудолюбивы, то есть прям работаете на результаты, не торопитесь, то есть настроены на стабильный прогресс, на постепенное развитие. Вы здесь можете постоянно прикладывать какие-то усилия, прям показывать такую выносливость в плане работы, потому что если вы, допустим, в финансовом аспекте, да, то здесь скорее стабильные доходы, накопление капитала, возможно, медленное такое, да, медленное, не быстрое, медленное, но уверенное улучшение финансового положения. В работе вы прям такие терпеливые, дисциплинированные будете, последовательные. Скорее всего, не захотите рисковать, особенно если это касается каких-то рисков, связанных с деньгами. Вы здесь можете получать
повышение. Правда, здесь нет об этом явного знака, но через такой упорный труд, потому что вы долго над чем-то трудились и работали. Возможно, так. В плане здоровья здесь такое медленное, стабильное улучшение состояния, может быть, если вы выздоравливаете. Также здесь вам нужно соблюдать режим, возможно, регулярно выполнять какие-то упражнения, в целом быть такими дисциплинированными. И во всем, что касается вашего состояния здоровья, режима дня, то есть сохранять дисциплину, это позволяет вам сохранять хорошее здоровье, соответственно, вашу выносливость поддерживать. Возможно, вам нужно здесь будет регулярно тренироваться, чтобы поддерживать свою физическую форму тоже. Или придерживаться диеты регулярно, чтобы тоже хорошо себя чувствовать. То есть какие-то постоянные усилия прикладывать касаемо своего здоровья. И в отношениях, допустим, в паре, это такой период стабильный, когда отношения развиваются, не быстро, медленно, но так уверенно. Возможно, здесь какие-то будут ситуации, где вы имеете какое-то общение с земным знаком. То есть девы, тельцы или козероги, или человек, хоть и не земного знака, но который обладает качествами такими надежности, и стабильности, практичности. Возможно, человек не самый романтичный, но вот такой в плане хотя бы, знаете, как стабильности, очень надежный. Верный, возможно, или человек, который серьезно относится к отношениям, человек дела, а не слова, то есть человек, который делает больше, чем говорит. Для одиноких, возможно, такая встреча с человеком серьезным, который готов к долгосрочным отношениям и который будет таким неспешным, медленным, но очень-очень таким стабильным, сердечным, верным для вас, возможно, и надежным партнером. Поэтому имеет смысл обратить внимание на такие знакомства, кто из вас одинокий. Итак, дорогие мои раки, на этом сегодняшний таро-прогноз на 2026 год для вашего знака зодиака я завершаю. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!